Друзья, меня зовут Максим, я из Кореи, я русский, но я из Кореи. Так, друганы, что я могу сказать? Обязательно после этого ролика подпишись на мой канал, поставь лайк, и все будет хорошо. Наконец-то выбрался я поснимать что-то для вас, выбрал такую локацию. Друзья, я в Корее уже практически 1,5 года, и могу с уверенностью сказать, что в эту страну можно ехать абсолютно любому человеку. Единственный минус, который я нашел для себя, и, наверное, самый большой минус, почему я здесь не смогу жить вообще на постоянке, это, наверное, еда. Здесь все плохо с едой. Наверное, просто не те вкусы для меня, понимаете? Здесь много разнообразия всякой еды, но я вам так скажу, вот я смотрю разные какие-то блоги людей, которые путешествуют по разным странам, и мне интересно было всегда, почему в такой развитой стране такое маленькое разнообразие продуктов, и они стараются все свое собственное производство пихать на прилавки супермаркетов, разных магазинов и прочее. В общем, это, наверное, самый главный минус, потому что банально приходишь в магазин, ты хочешь купить себе шоколад, например, а заходишь в обычный супермаркет, и там лежит на полке, может быть, 2 или 3 вида шоколада. Больше ничего нету. Я не знаю, почему так. Я не знаю, почему так происходит, почему, если я смотрю какой-то влог с какой-нибудь Исландии, Ирландии или еще чего-нибудь, там просто чуваки снимают, заходят в магазин, и там такое разнообразие еды, я думаю, с ума сойти, почему я, имея, допустим, какие-то деньги, я просто не могу себе купить еду, которая мне нравится, потому что здесь реально с едой как-то именно по нашим славянским вкусам вообще нашу кухню ближе, здесь очень мало такой еды, ребят, поэтому мне здесь из-за этого не очень нравится. Еще один минус — это то, что тебя корейцы никогда не примут как своего. Это и понятно, мы из другой страны приехали сюда, вообще я нелегально здесь нахожусь, там, или еще какие-то моменты, но это не важно, вы приехали сюда с визой или без визы, не имеет значения, для корейцев вы чужой. Даже если вы девушка, например, и вы вышли замуж за какого-то корейца, то все равно общество вас не будет воспринимать как, даже если вы получите со временем там визу, постоянное место жительства, ну и вот эта вот вся тема, когда ты выходишь замуж или женишься на гражданине, ты становишься частью общества по факту, но на самом деле для корейцев вы не становитесь. И вот, наверное, тоже один из решающих факторов — это непонимание друг друга, потому что корейский язык, он, для меня он вообще звучит очень странно. Я уже здесь 1,5 года, и я знаю не очень хорошо этот язык, и даже вот нет желания его учить, если честно. А англоговорящих людей здесь очень мало, поэтому практиковаться тоже не самая лучшая идея ехать в Корею за английским языком. Я думаю, что стоит поехать даже, лучше поехать в Китай, потому что там намного больше людей говорит по-английски, либо же в Японию. Даже в Таиланд и то это неплохая идея, потому что очень много приезжает сюда с Средней Азии. Правильно сказал? Со Средней Азии? Нет, не Средняя Азия. Много людей сюда приезжает именно с Филиппин, с Таиланда, с Индонезии и так далее и тому подобное. И практически все эти люди мало-помалу знают английский язык. Корейцы вообще не знают язык. Я общался с одним корейцем, и он мне говорит, типа, у тебя отличный английский. Я говорю, чувак, ты, наверное, смеешься надо мной, у меня ужасный английский. Он говорит, нет, ты, говорит, лучше говоришь, чем 90% людей в Корее живущих, имеется в виду хангуков, то есть корейцев. Я говорю, а почему так, что у вас? Он говорит, у нас очень плохая школа английского языка, говорит, в школах, в универе. В общем, это не англоговорящая страна, это не самый лучший выбор. Вот, поэтому здесь и мне тяжело практиковаться, найти кого-то. Поэтому я езжу по всяким хостелам, когда я отдыхаю, например. Я езжу по всяким хостелам, знакомлюсь с ребятами с разных стран. Они практически все, кто заезжает в хостелы, владеют английским языком намного лучше, чем я, поэтому мне с ними интереснее общаться.
Вот, я нахожу себе, так сказать, интересных людей для меня и завожу с ними общение, собственно, как-то так. Вот, еще что могу сказать. В плане отдыха, в плане, допустим, ну здесь ни для кого не секрет, что вся западная часть Кореи, получается, западная и юго-западная часть Кореи покрывает Японское море. Корейцы, конечно, не считают, что это Японское море, они считают, что это какое-то южное или какое море, я не помню. В общем, они не стараются как-то вообще все вот эти заслуги японцев, все названия, они под свой лад переделывают. Друзья, вот, поэтому корейцы, они настроены вообще, в принципе, ко всем народам довольно-таки пассивно-агрессивно. Вроде бы как бы они помогают, да, это, наверное, одна из самых безопасных стран в мире, потому что сюда туристы приезжают, и ты можешь делать все, что угодно, в плане, ты не боишься оставить вещи, например, ты не боишься пойти ночью гулять там в позднюю глубокую ночь куда-нибудь вообще в самые глубины, в деревнях, неважно, центр города большого, мегаполиса, это не важно. Везде безопасно, нету никаких разборок там и всего такого, что есть у нас в стране или каких-то европейских странах, где тоже довольно небезопасно. Вот здесь в этом плане круто, но все же опять корейцы, они такие вот люди, особенно люди, которые возрастом старше 40-45 лет, примерно так. Это очень консервативные люди, которые как раз-таки пережили вот этот вот гнет, так сказать, их родителей. Они, в частности, пережили гнет вот японцев, китайцев в свое время. Американцы на них давили, поэтому они так скептически ко всем народам относятся и занимаются сугубо традиционными вещами. То есть это рыбная ловля, то есть море повсюду. Они, собственно, занимаются рыболовством, вылавливанием каких-то еще там, выращиванием тех же водорослей или еще что-то, что приносит им деньги-то. Соответственно, очень много людей в деревнях, вот именно никто не работает на кого-то, нет такого, что кто-то ходит на работу куда-то к кому-то. Вот. В основном корейцы стараются держать собственный бизнес, семейный бизнес, и вот они занимаются им, и он приносит неплохие деньги. Вроде смотришь на этих корейцев, они такие, ну, в обычных самых дешевых шмотках с рынка одеты. А просто чувак в этих шмотках, я не знаю, он даже может быть с работы просто грязный, там идти, особо не запариваться, просто садиться в свой новенький какой-нибудь, ну, для примера, там, Lexus, просто я не помню название вот этих корейских машин, аналоги тоже вот премиального класса. По-моему, Genesis есть, и вот вторая марка, не помню, как называется, но что-то типа Lexus, выглядит очень крутая машина. Все, он садится в нее, просто весь грязный, я не знаю, у него там еще водоросли обмотаны за ногу. И он просто садится в эту тачку, едет. Ну, то есть у них тачки это вообще супер банальная вещь, и никто даже не запаривается, что у кого-то крутая тачка, а у кого-то не особо крутая. Здесь вообще, в принципе, все машины новые. Ты ездишь даже в самую глубокую деревню, заедешь, там бабуля, которая всю жизнь херачит в полях, собирает яблоки, рис там или прочее, она просто может сесть в какую-нибудь крутую тачку и въехать, у нее собственная машина может быть, к примеру. Я такое видел, честно вам скажу. Вот, так что в этом плане очень круто. Им любопытно, они любопытны, естественно, каждому народу любопытно пообщаться с другими людьми, то есть они когда узнают, что ты из России, я не знаю, как на самом деле они относятся к нам, но мне кажется, что в глубине души они уважают нас, хотя вот есть такое у них пренебрежительное отношение все равно, но в целом очень хорошо к нам относятся, я так думаю, и опять же на собственном опыте. Вот.